Жизнь либо дерзкое приключение, либо ничто. Привет, это Рамис, и это вторая часть обзора на книгу «Не ссы» Джен Синсера про прокрастинацию. Прокрастинация – это когда ты делаешь что угодно, но не занимаешься нужным делом. Книга предлагает несколько рецептов, как решить эту проблему. Первое. Помни, что сделанное лучше идеального. Многие из нас перфекционисты, и они стараются сделать что-то прям супер-супер-супер, но при этом не могут доделать это до конца. Так вот, лучше сделайте, чем это будет супер идеально. Второе. Поймите, что отвлекает вас, будь то телефон, телевизор, компьютер, бардак в квартире. Поняли? Спрячьте, избавьтесь от этого, запретите себе использовать это. Бардак в квартире уберете, когда доделаете свои дела. Третье. Поспорь с кем-нибудь. Устрой челлендж. Челлендж – это соревнование. Пускай тот, с кем ты споришь, будет человек, которого ты меньше всего любишь. Проиграть ему будет намного обиднее. Четвертое. Если ты всегда все откладываешь до самого конца и доделываешь свою работу перед дедлайном, то, наверное, это твой способ работать. Так вот, не отвлекайся, развлекайся и доделывай свою работу перед дедлайном. Пятое. Большие проекты разбивай на кусочки. Тут все понятно. И шестое. Не забывай отдыхать. Перегореть – это значит проиграть. Про страх. Наш страх живет в прошлом. Испуг, он реален, а страх – это то, чего еще не случилось и, возможно, даже не случится. Будь то ожог, перелом ноги, авария, отказ и прочее. Книга предлагает несколько приемов, как побороть ваш страх. Первое. Смотрите на страх в зеркало заднего вида. Вспомните в своей жизни какой-то момент, который вас очень сильно напугал. Вспомнили? Так вот, наверное, это уже не так страшно, да? Это уже прошло. Книга предлагает смотреть на ваши проблемы, которые находятся в будущем, из призмы, как будто это уже случилось. Как будто вы смотрите в зеркало заднего вида. Будьте победителем в этой ситуации. Второе. Переверни свой страх, разбей его на кусочки. Пойми, что именно тебя пугает в твоем страхе. Страх – это не что иное, как то, как ты воспринимаешь информацию. Третье. Живи в текущем моменте. Представь ситуацию, что завтра ты должен сделать большой-большой доклад, и ты нервничаешь по поводу этого. Зачем сейчас нервничать о том, что случится в будущем? Живи в текущем моменте, вот завтра будешь нервничать. Четвертое. Фильтруй поток информации. Обрати внимание на то, что ты смотришь. Новости, реалити-шоу, где есть очень много негатива, блоги, где показывают какие-то аварии, негативные моменты. Поменяй это. Смотри National Geographic, Discovery, где рассказывают какие-то интересные вещи. Пятое. Перед сном не думай о проблемах. Тут все понятно. Дыши, мечтай о своем будущем. Про деньги. Деньги, кто и как бы о них не отзывался, это всего лишь атрибут, который помогает достигнуть ваших целей. Представьте ситуацию, вы находитесь на необитаемом острове, у вас есть $1 миллион. И что вы будете с ним делать? Сожгете, наверное. Первое правило богатства. Думай о достатке, а не о бедности. Представь, что все, чего ты хочешь, оно уже существует. Представь, что ты уже обладаешь им. Второе правило богатства. Пойми свою позицию по отношению к деньгам. Задай себе вопрос, что ты думаешь о деньгах? Что ты думаешь о богатых людях? Если твой ответ негативного характера, то произведи замену, про которую я говорил в первом видео, и твоя проблема решится, деньги потекут к тебе рекой. Третье правило богатства. Пойми, где ты желаешь находиться и что готов ты сделать для этого. Есть простое практическое задание для вас. Представьте, вы выиграли в лотерею 1 миллион рублей. Теперь представьте, что вы будете с ним делать. Наверное, легкое задание, да? Представьте, вы выиграли 10 миллионов рублей. Что вы будете с ним делать? Тут уже сложнее, да? Вам необходимо представить свою одежду, как вы будете одеваться. Прям в деталях, аксессуары и прочее. Представьте, где вы живете, дом, квартира, как она обставлена, какая мебель там стоит, из каких тарелок вы едите вашу еду, что вы едите. Представьте, куда вы ездите отдыхать, в каких отелях вы останавливаетесь. Представьте, на чем вы ездите. Полностью
смоделируйте свою будущую жизнь. Четвертое правило богатства – будь в форме. Читайте книги, развивайтесь, читайте специальные журналы, занимайтесь спортом, будьте настойчивы в достижении вашей мечты. Как найти себя? Первое, самое простое, такой пример приводится. Нужно представить, что ты инопланетянин. Твой корабль разбился на Земле, его невозможно починить. И единственное, что ты можешь сделать, это вселиться в тело какого-то человека. Так вот, ты инопланетянин, ты застрял на этой планете, и что ты будешь здесь делать? Нужно побыть этим инопланетянином, походить по нашей прекрасной Земле и подумать, чем же ты хотел реально заниматься. И таким образом найдешь свое дело. Окей, ты нашел, чем ты хочешь заниматься. И что делает основная масса людей, когда она находит там какое-то интересное дело, чем бы он хотел заниматься? Он начинает это все штудировать, изучать, не знаю, смотреть видео на ютубе, как там другие люди добились там чего-то. И в конечном итоге не делать ничего. Так вот, нужно, вот нашел, все, пошел и сделал. То есть делай, учись по ходу работы. Развивайся по ходу работы. Не изобретай колесо. Такой принцип даже есть в философии языка программирования Python. Тут все просто, все, что можно придумать, уже придумано до вас, и можно просто взять и использовать чужие разработки, чужие наработки, если, конечно, они защищены авторским правом и патентами, и использовать их на свое благо. И не стоит каждый раз изобретать велосипед, чтобы изобрести велосипед, чтобы изобрести средства для передвижения, потому что они уже есть. Не стоит верить в миф о том, что ты будешь желать там поменяться, и тебя бац, так молния по голове ударила, и ты такой получил озарение, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься. Нет, нужно просто развиваться, нужно всегда двигаться вперед, и тогда ты, скорее всего, точно найдешь свое вдохновение и свое предназначение в этом мире. Дай волю своему воображению, тут все просто. Мечтай о будущем, двигайся к своему будущему, и ты достигнешь своего будущего. Порой ответ о своем предназначении мы ищем вне себя, в окружающем мире, но чаще всего ответ на этот вопрос есть уже у нас в голове, о том, чем мы хотим заниматься, и нужно просто покопаться в себе. Как это проще всего сделать? Это начать медитировать, задавать свой вопрос Вселенной, и Вселенная ответит тебе, и ответ придет в твою голову сам. Чаще всего даже его не надо искать где-то в окружающем мире. Нужно жить в цикле благодарности. Благодарности окружающим, благодарности к окружающему миру, благодарность себе. Нужно поговорку впустить в себя, поговорку «все, что не делается, все к лучшему». И это действительно так. Даже если случается что-то негативное, нужно сесть и подумать, к чему этот негатив меня дальше приведет. К примеру, заболел, болит голова, ты до этого курил, и ты не можешь курить во время болезни, потому что тебе становится от этого плохо. И твоя болезнь помогает тебе бросить курить. То есть можно даже из таких негативных моментов найти какие-то плюсы, которые меняют тебя в будущем. Благодаришь окружающих и мир вокруг себя, далее ты благодаришь себя, далее по цепочке ты начинаешь любить себя, и по цепочке ты получаешь веру в свои силы и веру в свою мечту, в достижение твоих великих целей. Про обиды. Вот представь, ты поранился, порезался, и что ты будешь делать в первую очередь? Ты пойдешь и обработаешь свою рану зеленкой, йодом, тебе будет щипать, тебе будет больно, но впоследствии это убережет тебя от более больших проблем. Так вот, обиды — это то же самое, только на нашем ментальном уровне, каком-то, на наших мыслях. То есть мы обижаемся на что-то, на человека, на какое-то событие, и мы держим эту обиду в себе. А вместо того, чтобы взять и вылечить себя, то есть свою душу от этой обиды, отпустить это все. Будь лучшим, делай лучше, требуй лучшего, рассчитывай на лучшее, получай от мира лучшее, отдавай миру лучшего. Это основной слоган книги «Не ссы» Джин Синсеро.
Шикарная книга. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что думаете об этой книге. И удачи! Увидимся!